Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих раков. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, записаться на личную консультацию. Если вы не знаете точно время своего рождения, то в таком случае постройте свой гороскоп на то время, которое вам известно. Посмотрите, в каком знаке зодиака находилась Луна, в каком знаке зодиака находилось Солнце в день вашего рождения. И для этих знаков вы тоже можете смотреть прогнозы. Теперь давайте говорить о том, что же ожидает раков восходящих, лунных, солнечных в августе 2025 года. 1 августовское событие 9 числа будет полнолуние в вашем 7-м доме гороскопа, доме партнерства, доме брака, доме команд. Полнолуние в 7-м доме гороскопа в первую очередь говорит о переменах в партнерстве, либо у партнеров. То есть это могут быть перемены у мужа или жены какие-то, допустим, там что-то на работе, либо на учебе. Также это могут быть перемены в партнерстве у вас в отношениях, например, разлука какая-то, либо знакомство. Кроме этого, это может быть выход из какой-то команды, смена коллектива, в котором вы состоите, и так далее. С 11 по 30 августа в вашем первом доме гороскопа выйдет из ретроградного движения в прямое движение Меркурий, и уже до 30 августа он будет идти в прямом движении по вашему первому дому гороскопа. Выход Меркурия из ретроградного движения — это период, когда нам удается завершить те дела, которые застопорились, остановились, которые как-то прервались, период ретроградности планеты. И может быть еще такое, знаете, то есть транзит Меркурия по первому дому гороскопа, он еще таким характеризуется такой особенностью, когда мы можем много рассказывать о себе, каких-то новостей. Допустим, я поступил, или я там поменял работу, или у меня там еще что-то произошло. Мы рассказываем, допустим, родственникам, еще кому-то. А потом Меркурий меняет движение, и нам нужно уже другую, грубо говоря, легенду о себе рассказывать. По итогу нет, я не пошел на эту работу, я пошел на другую, либо нет, я по итогу решил вот так вот сделать. Также может быть это повторно, допустим, ходили по собеседованиям, перестали ходить, начали опять ходить по собеседованиям, искать работу, что-нибудь в этом роде. Также выход из ретроградности Меркурия может касаться ваших планов относительно поездок, переездов, относительно изменения документов каких-то, касающихся вашего имени, вашей фамилии. Может быть, допустим, переносится запланированная поездка, а теперь вы наконец-то поедете куда-то, либо теперь вы наконец-то получаете какие-то документы, сертификаты. Точно так же это касается договоренности в отношениях. То есть если в отношениях у вас тоже были какие-то неустойчивые договоренности, вы о чем-то передоговаривались, или может быть не было какой-то ясности, то сейчас может появиться какая-то конкретная договоренность. С 16 августа по 16 сентября в ваш второй дом гороскопа заходит Солнце. И транзит Солнца по второму дому гороскопа у вас будет по собственному Солнца знаку, то есть это хорошо, это укрепляет второй дом гороскопа. Второй дом — это дом денег, дом ресурсов, дом родительской семьи, дом питания, дом речи. И транзит Солнца по второму дому гороскопа, он хорош обычно тем, что укрепляется уровень нашей энергии, повышается уровень нашей энергии. Часто люди начинают принимать витамины, какие-то добавки. Также обычно транзит Солнца по второму дому гороскопа проясняет что-то, связанное с нашими деньгами. Вообще, это может быть период, когда вы можете хорошо, например, заработать, но и хорошо потратить. Солнце во втором доме гороскопа дает тенденцию потратить деньги на что-то статусное, на какую-то брендовую вещь, на какую-то вещь, на которую вы обычно не позволяете себе. И вот во время такого транзита человек обычно такой: ах, была не была, куплю. Но есть одна маленькая деталька, потому что Солнце будет в соединении с Кету во втором доме гороскопа, особенно более тесное соединение будет ближе там к выходу Солнца, то есть это начало сентября.
И может быть такое, что, допустим, вы думаете, что покупаете оригинал, Кето это все скрывает, все делает тайным, неявным таким. Поэтому может быть такое, вы делаете, думаете, что вы покупаете оригинал, а вам дают не оригинал. То есть нужно проверять на подлинность то, что вы покупаете, тщательно проверять свою покупку, потому что такие вот могут быть истории. Но в целом неплохой транзит Солнца по второму дому гороскопа, потому что дает вам возможность и заработать, и энергию восстановить, и какую-то зажигательную где-то речь сказать, обратить на себя внимание. В общем-то, неплохо. А с 20 августа по 14 сентября по вашему первому дому гороскопа будет идти Венера. И это прекрасный транзит, потому что Венера – планета любви, красоты, творчества. Венера будет идти по дому гороскопа, который отвечает за нашу внешность, за наш имидж, за нашу репутацию, за наше здоровье. И это значит, что во время транзита Венеры по первому дому гороскопа мы начинаем себя украшать, покупать, может быть, себе какую-то одежду, менять имидж, стиль, начинаем больше обращать внимание на то, как мы выглядим и что мы хотим сделать, чтобы выглядеть еще лучше. Есть тенденция на то, что вы можете получать какие-то подарки, вкладывать деньги в себя, в свое развитие, грубо говоря, себя прокачивать, исполнять какие-то свои желания. Также транзит Венеры по первому дому гороскопа – это прекрасное время для того, чтобы решать вопросы, связанные с транспортом в первую очередь. Ну, у кого-то есть недвижимость, но в первую очередь с транспортом. Вообще может быть какая-то удача в сфере недвижимости, транспорта в этот период. И этот транзит еще может влиять на личную жизнь, то есть это могут быть и какие-то знакомства, может быть, допустим, новое знакомство, да, если вы не в отношениях, какие-то романы могут в этот период завязаться. 23 августа будет новолуние во втором доме гороскопа, в доме денег, ресурсов, поэтому это может быть, кстати, у кого-то новая работа, если вы ищете работу. Также это может быть изменение в оплате труда, либо какая-то премия. Новолуние во втором доме гороскопа может давать какой-то новый этап в родительской семье, какое-то событие. Может быть, допустим, покупка очков, что-нибудь такое тоже связанное с лицом, со зрением и так далее. И с 30 августа по 15 сентября Меркурий пойдет по вашему второму дому гороскопа. И это будет период, когда вы будете много говорить на тему денег, может быть, выяснять, может быть, обсуждать повышение уровня оплаты труда, может быть, какие-то цены устанавливать, может быть, считать свой бюджет, вести какую-то экономию. Хотя по знаку Лев скорее наоборот, потому что Лев – это огненный знак, больше к транжирству склонный, именно сам по себе функция знака, да, деньги должны отражать статус, и может быть у вас такое тоже будет, что деньги должны отражать статус. Есть тенденция на получение доходов каких-то из-за границы, либо из другого города, либо от иностранцев. Также есть тенденция на то, что вы можете получать доход от блога, например, либо доход от продажи там книги, телефона, либо, может быть, братья, допустим, сестры вам денег могут подарить. И что-нибудь, может быть, хобби, продукт какой-то, хобби свое сделали, какую-то поделку продали, что-нибудь такое. В целом я бы сказала, что обеспокоенность какую-то этот транзит дает, но без какого-то надрыва. Единственное, что тоже Меркурий потом соединяться будет с Кету, это тоже будет ближе к концу транзита, то есть примерно когда и Солнце. И Солнце тоже, то есть там будет такая тусовка Солнца, Меркурий и Кету. И по Меркурию может быть еще такое, как бы сложно получить какие-то свои деньги, поэтому может быть и будет много разговоров про них. Сложно какую-то причитающуюся вам сумму получить, либо она там может где-то застрять, где-то может быть там нужно будет в банк походить, чтобы подтвердить, что это ваши деньги, справку какую-то по финансам тоже может быть нужно будет брать. И так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих раков. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.